самом конце 6-го эпизода книги Боба Фетта Люк Скайуокер ставит Грогу перед непростым выбором – получить свой меч, когда-то принадлежавший Грандмастеру Йоде, или кольчугу из Бескара, которую привез для него Мандо. Этот выбор по сути и определит дальнейшую судьбу Грогу. Останется ли он с Люком, чтобы стать великим джедаем, или же прекратит свое обучение и вернется к Дину Джарину. Итак, что же выберет малыш Грогу? И главное, почему? Сегодня мы рассмотрим оба варианта и начнем со светового меча. Очевидно, что Грогу принадлежит к той же расе, что и мудрейший джедай в галактике Мастер Йода. И этот меч идеально подойдет Грогу с точки зрения его размеров. Это совсем не значит, что малыша будут готовить к экзамену легендарному джедаю. Однако вполне логично, что он может пойти по его маленьким, но могучим стопам. Ахсока Тано не зря говорит Мандо, что до этого она знала лишь одно существо, подобное Грогу. И это был всем известный Зеленый Мастер-джедай. Тот факт, что Люк Скайуокер взял под опеку этого малыша, является своего рода данью уважения к Мастеру Йоде, который когда-то обучал самого Люка. А как мы знаем, «Звездные войны» очень любят подобные отсылки и параллели. К тому же, у нас есть веские основания полагать, что сама судьба ведет Грогу к выбору стать джедаем. Во 2-м сезоне «Мандалорца» основной целью Дина Джарина было доставить Грогу к джедаю, чтобы тот занялся обучением его маленького друга. На протяжении этого путешествия малыш, можно сказать, уже принял свое решение, когда в древнем храме на Тайтоне он через силу обратился к джедаям, и Люк Скайуокер услышал его призыв. Еще одним весомым аргументом в пользу выбора пути джедая является продолжительность жизни Грогу. Как сказал Люк, то, что для Грогу совсем недолго, для кого-то целая жизнь. Оставшись в роли подавана, он будет постоянно изучать пути силы и сможет продолжить наследие джедаев уже после того, как его учитель, Люк Скайуокер, станет единым с силой. Сейчас возраст Грогу составляет около 50 лет, и для своей расы он все еще малыш. Именно эта долгая жизнь и делает его идеальным кандидатом на роль мастера-джедая. Почему же Грогу может выбрать мандалорскую кольчугу? По сути, единственной, но очень важной причиной, из-за которой малыш может отказаться продолжить обучение, является его прочная связь с Дином Джарином. Совершенно очевидно, что после всего пережитого вместе мы смело можем назвать Дина и Грогу одной семьей. Подарок, который мандалорец приготовил для своего маленького друга, является ничем иным, как символом их привязанности друг к другу. Дин был очень расстроен, что, проделав весь этот долгий путь, он так и не смог пообщаться с Грогу. То же самое можно сказать и о малыше. Мы видим, с какой тоской он тянется к его улетающему кораблю. Выбрав мандалорскую кольчугу, Грогу по сути выбирает того, кто всегда был с ним рядом, чтобы защитить его любой ценой. Это будет означать, что связь с Дином Джарином для него превыше всего, и что он не желает разрывать эти отношения, даже если ему придется отказаться от пути к становлению джедаем. Если это произойдет, то Грогу, по всей видимости, займет свободную капсулу дроида-астромеханика на звездном истребителе N1, который сейчас пилотирует Джарин, и мы с вами вновь сможем наблюдать за их невероятными приключениями на просторах галактики. Друзья, а на этом сегодня все. Если ролик вам понравился, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. И до новых встреч в следующих видео.